Я всех категорически приветствую на своем канале. Сегодня я вас познакомлю с замечательной программой Ford Firewall. Простой и легкий бренд-малвер для Windows, позволяющий фильтровать сетевой и интернет-трафик, настраивать фильтры по IP-адресам, группам приложений и названиям сервисов, а также устанавливать ограничения скорости трафика приложений. Давайте я вас познакомлю с разработчиком. Это Надир разработал данную программу. Вот его данные для связи. Ссылочка на его страничку на GitHub будет под видео в описании. На этой же страничке можно скачать данную утилиту, данную программу. Теперь я обращаюсь к разработчикам, которые сотрудничают с Microsoft. Нужна помощь. Надиру нужна помощь. Он не может зарегистрироваться в партнерской программе Microsoft. Его письма, как я слышал, отклоняет бот. И он не может связаться. Можете помочь? Напишите ему. Адрес вы видите на экране. А теперь перейдем непосредственно к самой программе. Я нашел ее на одном сайте, скачал, установил, у меня выдало ошибку. Все оказалось просто. Надо установить Visual C++ пакет. Заходим на сайт Microsoft. Ссылочка у него на GitHub будет. Вот у нас сайт Microsoft. Выбираем необходимый пакет и выбираем под свою операционную систему. У меня 64-разрядная, значит качаем вот этот. У кого 32 этот, у кого ARM процессор, соответственно этот. Установили и смело устанавливаем Firewall. Все установится, все заработает, все будет прекрасно работать. И еще хочу сказать, вот это прочитайте. У меня это отключено, поэтому все заработало. Итак, давайте вернемся к нашему сегодняшнему гостю, отличному и замечательному Firewall, и начнем знакомство с конца. Я считаю, что так более будет удобнее и понятнее вам. Заходим в зоны. Это изюминка данного Firewall, по моему мнению. Да, в некоторых фаерволах, в некоторых платных версиях интернет-секьюрити различных антивирусов такое может быть присутствовать. Суть зон такая, что можно выбрать зоны по IP-адресам, которые будут блокироваться. Можно выбрать зоны по IP-адресам, по которым можно заходить. То есть приложение, если назначить белый список из IP-адресов, это приложение будет обращаться только к этим IP-адресам, остальные будут блокироваться. Замечательно, замечательно. Все делается очень просто. Вот в нашем случае, в моем случае, у меня написано Windows Spy Blocker. Это IP-адреса, которые собирают телеметрию. Я их заблокировал. Они здесь выставляются по умолчанию. Жмем «Добавить». Из источника выбираем Windows Spy Blocker, и они подгружаются. Остальные IP-адреса, вот эти, я добавил вручную. Как это сделать? Заходим на GitHub, вбиваем, например, блок IP и читаем, что какие IP-адреса собирает данный сервис. Например, вот я выбрал те адреса, где хакеры подгружают, с каких хакеры подгружают себе, вернее нам, вредоносное программное обеспечение, вредоносное. Их надо заблокировать, чтобы не было доступа. То есть я вот выбрал, вот зашел в список, нажать кнопочку RAP.
нажали кнопку RAW, у нас здесь изменяется ссылочка. Эту ссылочку мы берем, копируем. Вот она у нас. Адрес из локального файла. И вот у нас наша ссылочка. RAW. Включено нестандартно. Окей. Все, обновить зону. Все. Мы добавили IP-адреса, которые будут блокироваться. Немножечко усилили нашу защиту. Давайте теперь перейдем в группы. Заходим в IP-адреса. Смотрим блокировать адреса. И здесь у нас стоят галочки, что эти IP-адреса у нас будут заблокированы. Замечательно, вообще шикарно. Теперь перейдем в раздел расписания. Здесь мы можем выставить расписание, когда будет проверяться у нас обновление на саму программу. Вот у меня каждую неделю. Загрузка каждые 6 часов. И здесь мы можем, нажав на правую кнопку мышки, выбрать запускать при старте. Вот у меня загрузка зон именно начинается при старте. И количество повторных попыток. И выставлено количество повторных попыток 2, как видите. Великолепная идея. Здорово придумано. Зашибись. Удаление устаревших программ. Ну, я выставил, как видите, через месяц программы будут удалены. Что это за устаревшие программы? Например, вы установили какой-то антивирус. С ним поработали недельку, и он вам не понравился. Вы его удалили. А правила будут отображаться в интерфейсе фаервола. И через 720 часов эти правила автоматически будут удалены. Здорово? Здорово. Теперь давайте перейдем к самим правилам. У вас будет здесь чистенько при установке. Соответственно, жмем добавить правила. И вот у нас появится вот такое окошечко, где прописываем название правила и прописываем порты, по каким портам данное приложение или утилита будет соединяться с интернетом, взаимодействовать. Вот для ядра, например, я прописал TSP 80-443 порт исходящие и UDP 53-123. Далее, завершающее правило ставлю галочку, что по другим портам с данным правилом приложение не будет контактировать, не будет выходить, все остальные порты будут заблокированы. Замечательно, вообще великолепно. Да, и здесь есть неудобство, что необходимо прописывать вот таким способом, что нет графической оболочки. Я знаю, что к разработчику обратились с такой просьбой, чтобы он сделал более немножко юзабельным, более удобным для простого пользователя. Он взял это на карандаш, но человек занят, и пока у него времени на это нет. Но надеюсь все-таки, что он это все сделает. Так, давайте еще раз вернемся к правилам. Вот правила для браузера. То есть я открываю TSP порты и UDP порты. Зоны. Вот когда вот такие стоит серенький значок, означает, что если браузер попытается обратиться на эти IP-адреса, то у него этого не получится. Соответственно, из этих IP-адресов доступ к браузеру будет заблокирован.
Здесь я хотел бы обратиться к разработчику. Если не знаешь, что ставить, немножко путается. Оставить поле пустым, ставить галочку или ставить серый фон. При наведении на серый фон хорошо бы, чтобы всплывала подсказка. Будет вообще шикарно в данном случае. Или же, если в будущем будет что-то доработано, чтобы человек не путался. То есть вот мы это сделали. Настроили, по каким портам какая программа будет выходить. И теперь вот у нас главное окно. Когда запускается программа, она полезет в интернет, и Firewall сообщит, что данная утилита лезет в интернет. Разрешить ему соединение или нет. Если вы проигнорируете, соединение будет заблокировано. Как это правильно, как и должно быть. У вас здесь будет желтенький треугольничек, что данному приложению вы не назначили действие блокировать или разрешить. Вы примете его позже. То есть вы зайдете в программу и что-то сделаете. Вот, например, Windows Update Agent. Заходим сюда изменить, или же вы можете для какого-то приложения добавить приложение. Здесь мы выбираем сетевой фильтр, жмем Windows Update. То есть мы помните, мы создали правило. Вот у нас это правило добавилось. То есть это приложение будет работать именно с этим правилом. На это правило будет распространяться запрет IP-шников. Классно, классно. Жмем больше. Здесь стоят по умолчанию галочка «Собирать статистику», «Собирать разрешенные соединения». Я это все убрал. Не надо мне это накопление. Жмем ОК. Но в данном приложении я еще сделал такую фишку. Эта программа позволяет. Я ограничил скорость соединения через раздел группы. Видите, Mine Windows Update Limit. Везде у меня стоит группа Mine. А вот на некоторых у меня есть ограничения. Что это такое? Давайте с вами вернемся в группу приложений. Я набрал название группы и нажал кнопку «Добавить». Вот у меня появилась Windows Update Limit. Появилась группа. Жму опции. И здесь я выставляю ограничение скорости отдачи. То есть здесь я могу контролировать, с какой скоростью будет разрешено данному приложению обращаться к интернету. Но я поставил 500 килобит. Ограничение скорости отдачи выше, оно не прыгнет. То есть шума будет меньше. Не засоряться трафик будет всякой ерундой, так сказать. Замечательно, вообще великолепно. То есть просто шикарно. И давайте сейчас немножечко пробежимся по самому интерфейсу. У нас режим фильтровки блокировать, если не разрешено. Это самое правильное, это самое верное решение, самая верная настройка. Но для новичков может показаться, что это сложно. То есть вы установили, запустили данный Firewall, а потом раз у вас интернет пропал, и вы не знаете, что делать. Зайдите в раздел программы и дайте доступ. Все у вас будет работать как надо. Также я выставил галочку «Блокировать трафик, когда Fort Firewall не запущен». Ну, я считаю это правильным.
Не надо разрешать приложениям выходить в интернет без фильтрации данным фаерволом. Вы же понимаете, что стиллеры, трояны, они замечательно воруют информацию, а тот, кто работает с криптой, к примеру, или с паролей, кто держит у себя на компьютере или в браузере, антивирусы не всегда справляются с этими угрозами, особенно с нулевого дня снова, и не находят. А Firewall увеличивает защиту, поэтому у меня всегда стоит галочка «Запрещать выход в интернет, пока Firewall не запущен». Интерфейс можно менять, но для меня вот Fusion самая такая оптимальная настройка визуально, хотя как мне кажется, если у человека будет возможность, желание, он немножко интерфейс чуть-чуть преобразует. Может быть, ему кто-то поможет в этом. Мне кажется, должно быть главное окно, и с левой стороны отображаться все возможности, то есть которые вот здесь у нас перечислены. И немножко более, ну, скажем так, покрасивее, чтобы он выглядел. Почему я говорю покрасивее? Есть поговорка: встречают по одежке, провожают по уму. Чтобы популярность завоевал не только среди гиков данный Firewall, его надо сделать визуально красивым. Мы, продвинутые пользователи, уже оценили этот Firewall. И, как говорится, просто радуемся, что человек нам дал такую возможность пользоваться данной программой бесплатно. И вообще ее разработал. Также на этот Firewall можно установить блокировку по паролю. Где-то я это видел. Я пока не использую, пока еще у меня происходит настройка. Здесь что еще? Можно назначить свои горячие клавиши. Здорово? Ну да, здорово. Так, а вот проверить пароль при деинсталляции. Вводите пароль. Это тоже важная функция. Некоторые вирусы умеют удалять или блокировать антивирусы Firewall, поэтому не надо ей пренебрегать. Ну, статистика, по большому счету, мне сильно-то не интересно, но можно ее отслеживать. Выглядит она таким образом. Вот у меня удалены программы, которые я когда-то использовал. Также у вас также будет в разделе программы, также будет перечеркнуто, и через 720 часов вот это все исчезнет. Цвета поднастроить, ну, это ничего не интересно. То есть очень удобный интерфейс. Немножко денек с ним поработать. Вам так понравится, что вы начнете его просто рекомендовать всем другим. А на сегодня все. До новых встреч.